все начало меняться, но затем стал появляться он. По крайней мере, так сказал Джереми. Джереми – первый последователь Гличтрапа, окруженный тайной своей истории. Сегодня попытаюсь разобраться специально для вас, кто он, что с ним произошло. Мы узнаем о Джереми только в игре FNAF VR, как первого бета-тестера игры. Фредди Фазбер – виртуальная реальность. Начиная тестировать игру, он становится сам не свой, обеспокоенный чем-то. Джереми пытается что-то сообщить всем, но все же его попытки оканчиваются неудачей, несмотря на его ночные кошмары, напрямую связанные с игрой. Несмотря на его явную, заметную бледность и плохое состояние, его заставляют дальше тестировать игру, готовя его на увольнение, ища ему замену. Джереми жаловался на кошмары, когда пришел этим утром. Он не говорил об этом, как кто-то, рассказывающий другу о своих снах. Он был бледен, выглядел так, будто не ел несколько дней. Он провел час, разговаривая в офисе Дейла, но, похоже, тот не проявлял особого сострадания. Когда он вышел, то пошел обратно, прямо в комнату для тестирования. Девушка из кассет замечает все это и начинает вести записи. И по ним мы узнаем, что происходит какой-то инцидент. Этим утром я слышала по-настоящему горячий спор между Дейлом, нашим менеджером, и кем-то другим по ту сторону провода. Правда, кажется, будто у этого проекта неприятности. И по большей части из-за проблем с судебным иском, я уверена. Дело определенно в иске, и никак иначе. Это произошло в нашем здании, на несколько дверей дальше от моей. Я думаю, факт того, что Джереми пытался сказать нам, будто что-то не так, только усугубил ситуацию. Теперь разберем все более подробно. Данный персонаж становится первым последователем Гличтрапа, первым принужденным последователем, что приводит нас к тому, что у нас появляется новый претендент на звание серийного убийцы. Если быть точнее, на возможность таковым стать. Он даже не вздрагивает больше, ничто не пугает его. Он просто стоит там, будто разговаривает с кем-то. Иногда он ходит из стороны в сторону. Нам сказали оставить его в покое. Учитывая, что у него есть маска, которую он успел запачкать чернилами, он обретает себе имя, подобное Венни. Игра слов дает мне представление, что имя будет именно Дженни, как совмещение Джереми и Бонни. На полу лежало что-то похожее на хэллоуинскую маску. Я не разобралась. По-видимому, на нее пролились чернила. Спустя мгновение я услышала шорох в комнате для тестирования и поняла, что там, должно быть, находился Джереми. Я отошла и выглянула в окно. Я не могла увидеть его лица. Шлем закрывал его голову. Он также был облит чернилами. Перед его рубашки казался черным в темном помещении. Он повернул голову в мою сторону, но не думаю, что он знал о моем присутствии. В итоге у нас есть два принужденных последователя, но все же судьба Джереми не так хорошо известна. Был некий инцидент и судебный иск студии, что привело к неизвестным последствиям. Там явно что-то произошло, связанное с Джереми. Мы можем с вами порассуждать на этот счет. У меня есть несколько вариантов. Первый и простой. Джереми не выдержал нападков Гличтрапа и покончил жизнь самовыпилом. Второй. Джереми кого-то убил в студии. Третий. Кто-то убил Джереми. По сути говоря, последний вариант и первый, я думаю, был сказан кассетной девушкой, что Джереми мертв. А вот второй вариант самый подходящий. Если основываться на втором предложении, то мы в будущем можем встретить персонажа Дженни, запачканной чернилами маски кролика. Либо же Джереми, который будет пытаться остановить Венни. Да, о данном персонаже мало что можно сказать, но все же я считаю его появление возможным в будущем. Вот такая вот очень короткая теория, но я думаю, это большой повод подумать над этим персонажем, ведь не зря мы узнали о нем. До свидания, это учащая канала Либерли.